Всем привет, на канале Александр Эмбрез. Сегодня к нам в гости попала 230-я макитовская сетевая болгарка, модель GA9080 X1. Моща. В комплект входит фирменная прижимная гайка под широкий хват, большой ключ также под широкий хват. Прошу заметить, что из довольно толстого металла. Фирменный макитовский суперфланец. Ну и, естественно, защитный кожух, который зажимается с помощью винта. Диаметр посадки кожуха 65 мм. Не обошлось дело и без фирменной антивибрационной рукоятки с какой-то закруткой. Давайте посмотрим, что внутри. Какая хорошая болгарка. Особенно рукоятка мне понравилась. Вообще прям огонь. Значит, ладно, если без шуток, то да, внутри рукояти есть полость, но в нее особо ничего не вместится. Это раз. Во-вторых, вот эта вот заглушка прям тяжелая. Не знаю, зачем ее такую сделали. Пишите свои предположения в комментариях. С комплектацией закончили, теперь про сам чудо-аппарат. Болгарка оснащена блокировкой вала для быстрой смены оснастки и кнопкой включения с предохранителем и фиксацией. Значит, изначально кнопка заблокирована. Для ее разблокировки надо толкнуть вот этот крючок и нажать. Значит, для фиксации кнопки включения во включенном положении надо повторить то же самое, но при включенной кнопке вот, этот же крючок в сторону провода толкнуть. И, как видите, кнопка фиксируется. Еще раз. Просто включение и включение с фиксацией. Значит, помимо всего вышеперечисленного в инструменте имеется предохранитель от непреднамеренного включения. Как видите, кнопка включения осталась в зафиксированном положении. И мы сейчас сделаем вот так вот. Опа-на. Инструмент не запускается. При этом обратите внимание вот сюда. Как видите, начинает моргать красный индикатор, который показывает нам, что сработал предохранитель. Болгарка при этом, естественно, не включается. Для того, чтобы ее запустить, необходимо выключить. Тогда загорается зеленый индикатор, который показывает, что наша УШМ-ка в сети, и включить заново. Вот такая тема. Кстати, вот такие вот индикаторы в сетевых инструментах довольно-таки полезные штуки и немножко помогают в дефектовке инструмента. К примеру, если индикатор горит, а инструмент не запускается, то дело по-любому не в проводе. Если же индикатор не загорается после подключения инструмента к сети, ну то как бы вы поняли. Ну то, что в инструмент встроен плавный пуск, я думаю, и так все слышали, поэтому повторно включать не буду. Значит, давайте за проводок поговорим. Здесь он 2,5 метра в длину и прям мягенький. Да, хорош. Значит, основная задняя рукоятка в болгарке поворотная. Имеет, как видите, 3 положения. И антивибрационная, то есть соединение между вот этим корпусом и рукояткой у нас происходит через виброгасящие проставки. В корпусе редуктора УШМ имеются 3 посадки для дополнительной антивибрационной рукоятки. И есть еще одна фишечка внутри нашего корпуса редуктора, которую мы увидим малость позже. Потому что видна она будет только после того, как мы разберем корпус редуктора. Это фрикционная предохранительная муфта. Кстати, обратите внимание, как в этой болгарке спрятали серийный номер. Теперь он точно не сотрется. Ну это так, к слову. Значит, мощность чудо-аппарата аж 2700 Вт. Обороты 6600 в минуту. Максимальный диаметр диска 230 мм. Ну а теперь предлагаю этот чудо-аппарат взвесить
И да, если интересно узнать стоимость такой ушемки, то ссылка в описании. Вес всего чудо-аппарата в сборе 6 килограмм 800 грамм. Все по отдельности смысла взвешивать нет, потому что инструмент сам по себе довольно тяжелый. Но вот эту вот штуку взвесить отдельно я, пожалуй, хочу. 45 грамм, 47. Ого. Ну-ка. А рукоятка? Ну ладно, не такая уж и тяжелая эта штука. Погнали дальше. Для начала взглянем на зазор. Теперь давайте заценивать люфт шпинделя. Ну, думаю, видно, что ключ прогибается, у меня столешка чуть-чуть прогибается, к которой я струбцинами все это прихватил, а шпиндель не люфтит. Ну, так-то оно и не удивительно, здесь же стоят два подшипника в редукторе. Скоро увидим. Ну, для начала, как обычно, стеклышко, почти чистый листик. И начинаем тестить балансировку. Думаю, всем было видно, что балансировка практически идеальна. И действительно, включая инструмент в руках, чувствуешь небольшую вибрацию только при запуске, в самом начале. А когда выходит инструмент на рабочие обороты, вообще прям очень ровно работает. Ну а теперь, как всегда, до потрохов. Начнем разборку с задней рукоятки. Раскрутили и вскрываем. Ну, естественно, достаем содержимое. Значит, в болгарке, его, как видите, стоит 13-амперная кнопочка. Честно говоря, как-то ожидал немножко больше увидеть, но будем считать, что Makita все очень круто рассчитала, и этих 13 ампер хватит на 2,7 киловатта. Ну, если простую арифметику включить, запас-то, конечно, в кнопке есть, но он прям очень-очень маленький. Ну, да ладно. Так, значит, как видим, кнопка разборная, все подключено на быстросъемы, имеется сразу встроенный кондерчик. Ну и, естественно, вот здесь, там, где сам толкатель, стоит резиновый пыльничек, который не будет давать попадать внутрь нашей кнопки пылюки разной. Значит, дополнительно обращаю ваше внимание, в задней части у нас наклеена, ну, грубо говоря, давайте такая, типа шумка, которая, опять же, блокирует доступ пылищи. Потому что там, где контакты подключаются, у нас небольшие щельки могут оставаться. Так вот. Защищена кнопка от пыли, короче, хорошо. Потому что даже здесь наклеен уплотнитель. Ну, окей. Я этот контактик, если что, отгибал ради вас, товарищи, чтобы вам было все хорошо видать. Непосредственно за кнопочкой видим вот такой вот залитый контроллер. Значит, здесь у нас плавный пуск, здесь у нас предохранитель от непреднамеренного включения. Естественно, через этот плавный пуск подключен статор от кнопки. Ну и, конечно же, видим нашу индикацию с 3 проводами. Значит, индикация снизу тоже полностью залита, ровно как и наш контроллер, он же плавный пуск. Весь корпус контроллера, как видите, сделан из алюминия. Плюс везде есть какие-нибудь ребра для охлаждения. Поэтому, думаю, с перегревом проблем здесь не будет. Теперь фиксация поворотной рукоятки. Она осуществляется за счет вот такого подпружиненного рычажка, у которого имеется вот такой вот специальный выступ. Этот выступ входит в специальную выемку. Вот такую. Их здесь 3 штуки на корпусе. Вот раз, вот два, вот 3. Теперь антивибросистема. Обратите внимание, пластиковый черный корпус не касается напрямую пластикового синего корпуса. Все происходит только через резинки. За счет этого как раз и гасится наша вибрация. Вот так вот. Здесь у нас стоит вот такой вот о-ринг. И вот такая вот крутейшая
толстая, мягкая резиновая прокладка. Посмотрели, и это все пока что соберем, чтобы не мешало при дальнейшем обозревании. Значит, обращаю внимание, в одной из рукояток у нас имеется платформа для пружинки. Сначала устанавливаем все на вот эту половинку, и только потом начинаем дальнейшую сборку. Все поставили по своим местам, завели провода, убедились, что кнопкой попали в пазы. И накрываем верхней крышкой. Как видите, все сходится хорошо. Поэтому закручиваем. Можем сразу проверить. Как видите, все хорошо работает. Теперь предлагаю снимать щетки. Открутили и скрываем. Щеточка у нас на быстросъеме. Достаем ее, а крышку обратно одеваем. То же самое повторяем со второй. Вот как наши щеточки выглядят вблизи в размерах 17,8 на 6,8. Значит, в одной из щеток видим предохранитель, естественно, видим поводок с быстросъемом. Ну и давайте заценим плотность. Ну, как и обычно, в Makita плотный графит. Щетки сняты, поэтому можно откручивать корпус электрики от корпуса редуктора. Пожалуй, сразу же откручу еще и крышку редуктора. Ура! Открутили и скрываем. Как видите, статор полностью бронированный. Внизу у нас имеется глубокая посадка под подшипник. Он там прячется. Ну и, естественно, обратите внимание на форму корпуса самой посадки подшипника. Она сделана так, чтобы работать в паре вот с этим вот черным кольцом. Короче говоря, имеется дополнительное уплотнение нижнего подшипника. Ладно, предлагаю снимать крышку. О, как я говорил, подшипник. Берем ключик на 13 и откручиваем гайку, которая держит наш якорь в корпусе редуктора. Открутили и достаем якорь. Значит, пока не начались манипуляции с редуктором, смотрим. О, шестеренка жирненькая вся. Это значит, что смазка подобрана хорошо. В плане количества, на мой взгляд, ее тоже достаточно. За всеми уплотнительными кольцами просто не виден подшипник, поэтому предлагаю снять стопорку, снять пластинку, и вот он, пожалуйста, наш подшипник виден стал. Так, вот этот подшипник, если что, это не часть конструкции, а просто для того, чтобы я мог вращать якорь. Значит, как обычно, макитовский якорь полностью залит. Естественно, видны следы балансировки. В нижней части у коллектора вот здесь, как видите, ниткой намотано еще дополнительно все. У нижнего подшипника есть дополнительное уплотнение. Впрочем, как и у верхнего. Значит, здесь наша вот эта крыльчатка вместе с корпусом редуктора создает уплотнение дополнительно. Видите, вот эти вот пазы. В них входит вот эта часть крыльчатки и создает лабиринт для пыли. Практически непроходимый. Супер! Шестеренка мелкая, все видели, держится просто на гайке. И подшипники. В нижней части под коллектором установлен 200 НСК, а непосредственно над крыльчаткой стоит 301, тоже НСК. Повторюсь, вот эта вот часть корпуса пластиковая вместе с крыльчаткой создает дополнительное уплотнение для подшипника. И, кстати, да, подшипник стоит в посадке через резинку. Помимо этого, обратите внимание вот сюда. Вот. Имеется еще дополнительное уплотнение над подшипником. Плюс в нижней части ведущей шестеренки вот здесь
Нарезана, ну как бы резьба, давайте ее так назовем. Пишите в комментариях, кто знает, для чего вот это. Как видите, внутри корпуса редуктора куча ребер жесткости, поэтому сломать блокировку и посадку будет тяжело. Но все равно рекомендую пользоваться блокировкой вала с умом. Как раз эту тему мы недавно обсуждали в моем телеграм-канале. Если вдруг кому интересно, то там мы обсуждаем не только вышедшие ролики, но и какие-то бэкстейджи. Опять же, недавно я запустил опрос, где вы будете решать, что конкретно я закажу с Wildberries или Озона на обзор. Но это ладно. Ссылка в описании, если вдруг что. Идите, там интересно. Продолжаем про блокировку вала. Обратите внимание вот сюда. О! Имеется уплотнительное кольцо. Супер. Короче, к блокировке вала никаких претензий. Через вот это отверстие по-любому не будет поступать пыляка. Так, ну что, судя по всему, мы уже с вами почти все посмотрели. Теперь давайте посмотрим на обещанный фрикцион. Для начала снимаем стопорку, для того, чтобы снять 608 вот этот вот. Кстати, меня там спрашивали про съемники, я в телеге и съемники свои показывал, коллекцию. Уже давно, правда. Короче, рекомендую подписаться. Подшипник снят, можно разбирать дальше. Зажимаем шпиндель лысками вот этими в тиски, и при этом не повредив вот эту часть алюминиевого корпуса. И по часовой стрелке откручиваем вот эту штуку. Она зажата хорошо. Сам процесс срыва я не снимал, потому что лень переставлять камеру. Тиски у меня далеко. Вот. Но суть вы, я думаю, уловили. Вот такая красотища. Не достается. Ну вот мы и добрались до ведомой с ограничителем крутящего момента. Он состоит из нижнего колечка платформы, двух выгнутых колец и блокировки вала. Значит, прям недвижимо на валу стоит только блокировка. Вот заметьте. Шестеренка же легко прокручивается. Вот. Примерно так это все выглядит. Все, естественно, хорошенько зажато гайкой нашей, которая, повторюсь, откручивается по часовой стрелке. Конструкция, в принципе, не новая, то есть она применяется не только в этой болгарке. Много где. Пиши в комментах, где похожую конструкцию видел. Значит, предлагаю сейчас по бырику спрессовать наш шпиндель и посмотреть, что у нас еще здесь. Какое уплотнение, да заодно и на подшипник глянем. Значит, в крышке редуктора, как видите, стоит 203, тоже НСК. Естественно, в передней части у нас имеется дополнительное уплотнение. Вот эта вот часть. И корпус вот в этом месте создают, опять же, лабиринт для пылища. Вот эта вот черная хрень на валу, это, если что, не выработка, это просто другой тип смазки, который здесь применяется. Ну все, как бы деталюхи закончились. Осталось только сказать, что вот здесь вот еще на крышечке стоит дополнительный уплотнитель. Редуктор, короче говоря, герметичный будет. Внутрь ничего не попадет. И опять же, смазка из него вытекать не должна. Ну, конечно, при условии, что у вас не раздолбаны в ноль подшипники. Вот. Давайте сейчас повандалим немножко и будем собирать. Блин, пардоньте, месье Вандал забыл сказать, что внутри редуктора вот этот вот подшипник 608 фирмы NMB. И да, это хорошая фирма. Вот, сейчас и повандалить можно. Еле что-то вот берет, но, как обычно, в 230-х макитах шестерни всегда хорошие были. Ведущая вообще даже особо-то и не цепляется за нее надфиль. Короче, по шестеренкам тоже особо вопросов нет. Я вот сейчас смотрю на вот это все и начинаю понимать, что я особо-то ни до чего и не доковыряюсь в этой машинке. Пускай бы сюда фетровый уплотнитель тоже всунули. Вот. Короче. Надо же хоть до чего-то доковыряться.
Напрессовали вал и собираем. Ставим прокладку. Да давай ты, блин. Ставим шестеренку, ставим блокировку. Ну и, естественно, ставим бутерброд из наших пластин выгнутых. Центруем их таким образом, чтобы внутренняя часть, вот этой нижняя, точнее, часть гайки, внутрь этих колец уходила. И начинаем закручивать. Закручивать против часовой стрелки. Убедились, что хорошо попали гаечкой, что она не зацепилась за внутреннюю часть этих пластинок выгнутых. И только после этого идем поджимать на тисочке. Готово. Поджали шестеренку и напрессовываем подшипник. Теперь ставим стопорку. Это пока что в сторонку. И берем корпус редуктора. Устанавливаем кольцо и фиксируем весь бутер стопоркой. Затем вкидываем ведущую. И можно приступать к установке якорька. Значит, прицеливаемся им хорошенько. Вставляем не до конца. Берем нашу гайку, я ее временно положил в посадку от подшипника, и накручиваем. Здесь, кстати говоря, места было достаточно. Можно было сразу якорь до конца вставлять. Но я уже просто по привычке так делаю, потому что часто гайка просто не влазит в расстояние, в промежуток вот между корпусом и резьбой. Ах да, чуть не забыл. Зажимаем без фанатизма. Ну все, можно брать корпус электрики, вставлять диффузор. Здесь куча направляшек. И устанавливать наш якорек вместе с корпусом редуктора. Здесь лубрикантик не нужен, потому что здесь нет резиночек. Все, закручиваем. Не бойтесь, ничего не сорву. Усилие минимальное. Ну все, ура, можно устанавливать крышку редуктора. Как всегда, покручиваем за шпиндель для того, чтобы убедиться, что зуб не попал на зуб. А иначе можно что-нибудь попортить. Закручиваем. Точно, чуть не забыл сказать, вот эти вот винты все с гравировочками. Финишная прямая. Устанавливаем щетки. Приподнимаем пружинку, для этого можно использовать, к примеру, Г-образный маленький шестигранник. Вставляем щеточку, устанавливаем быстросъем, поправляем поводок. Закрываем крышку, ну и, естественно, закручиваем. То же самое со второй. Ну вот мы наше чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. О, как видите, все работает. Ну а теперь, что же я могу сказать по поводу этого чуда техники? Начнем с плюсов. Супер фланчик. Ну, для меня лично это по-любому плюс. Ровно как и антивиброрукоятка. Ключ большой, хороший, тоже будем считать за плюс. Защита здесь обыкновенная, абсолютно ничего особенного. По комплекту в целом могу сказать, что он немножко жирноватый, но без излишеств. Значит, провод. Здесь прям мягенький, хороший. Можно было бы, конечно, всунуть немножко подлиннее, метра так 4, но тем не менее, повторюсь, провод хорош. Значит, кнопка хорошо защищена от пыли. Есть предохранитель, есть фиксатор. На мой взгляд, и то в тему. Единственное, да, конечно, могли бы немножечко
мощнее эту кнопку поставить, хотя с другой стороны, по идее 13 ампер достаточно. Поворотная рукоять, ну это по-любому плюс. Антивибро рукоять, тоже плюс. В щетках имеется предохранитель. Он тоже явно не будет лишним. Бронированный якорь, бронированный статор. Вся полностью болгарка на шариковых подшипниках НСК и НМБ. Все оснащено дополнительными лабиринтными уплотнениями. Шестеренки, как вы сами видели, крепенькие, хорошие. Есть муфта, ограничивающая максимальный крутящий момент. Это огромный плюс, особенно на большой болгарке, на мой взгляд. Опять же, в целом, весь корпус редуктора сделан хорошо, герметично и с большими ребрами жесткости. То есть его, во-первых, будет проблематично сломать, особенно с учетом наличия здесь суперфланца. Во-вторых, в него не будет попадать пылище и из него не будет вытекать смазка. Ну, плюсы, да, сплошные плюсы. Опять же, индикация сети и предохранитель от непреднамеренного включения. Это тоже, на мой взгляд, хорошо. Что касается минусов, ну давайте я повторюсь, опять же, доковыряемся до кнопки в 13 ампер, хотя, повторюсь, там небольшой запас все равно имеется. Ну и вес, хотя, опять же, с другой стороны, покупая, 2,7 киловатта 230-ю болгарку, рассчитывать на то, что она будет легкая, это немножко неумно. Короткий провод. Вот, пускай 2 будет минуса. Короче, короткий провод и хотел бы помощнее кнопку. Больше, ребят, просто тупо не знаю, до чего доковыряться. Если вдруг нашли какой-то минус здесь, то пишите обязательно в комментариях. Теперь обобщаем. Значит, на мой взгляд, это, безусловно, профессиональная, мощная, немножко тяжелая болгарка, которая может работать и пофиг по каким материалам. То есть ее можно брать на стройку, можно брать на металлообработку и причем брать для усердных работ прям. Опять же, очень недурственный вариант для людей, которые собираются строить свой частный дом своими руками. Вось неяк так. Абавязкова ставьте свои адзнаки гэтай балгарцы у каментарыях от 1 до 10 и ни ў якім выпадку не забывайте перайсці ў мой телеграм. Там будзе шмат цікавага контенту. Ну а я маю надею, что відео вам сподобалось, тому подписывайтесь не только на телеграм-канал, але и на гэты. Дзяліцеся ўсімі відео, ну и хопіць.